курица. Какая ты курица. Ну кто так паркуется? Кто так паркуется? Добрый день, друзья! Приветствую вас на нашем канале Pro et Contra. За и против. Меня зовут Геннадий. Сегодняшнее видео мы снимаем по просьбе зрителей нашего канала. Оно будет называться «Правила парковки в Марианских лазнях». Лариса сегодня отказалась участвовать в съемке. Она считает, что парковка не женское дело. Поэтому отдуваться придется мне одному. Город Марианские лазни. Городское постановление номер 2 от 2019 года. О платной парковке автотранспортных средств на местных дорогах на территории города Марианские лазни. То есть в 2019 году, еще до ковида, было принято новое постановление, которое действует и до сегодняшнего дня. О правилах парковки автомобилей в нашем курортном городе Марианские лазни. Цели этого постановления благие. В постановлении об этом написано. Для хорошей организации парковки наших гостей, чтобы максимальное количество наших гостей могло удобно парковаться в нашем городе. Наш город условно можно разделить на несколько зон. Первая зона – это большая курортная зона. Практически это весь курортный центр, на юге до Хебской и Махова улица, на севере окончание улицы Чибицкого, на востоке Карловарская улица, на западе Праменска. То есть практически весь большой курортный центр можно считать одной большой зоной, правила паркования в которой следующее. Вы можете парковаться в этой зоне ежедневно, включая выходные дни, бесплатно с 19 часов вечера до 9 утра. Все остальное время паркование в этой большой курортной зоне только платное. Оно оплачивается в специальных парковочных автоматах. Это южная граница курортной парковочной зоны, улица Хебская и улица Махова. Это улица Чибицкого. Белый баннер справа, на котором написано «Марианские лазни ЮНЕСКО», обозначает северную границу курортной зоны. Непосредственно рядом расположена парковка, примерно машин на 10. Это бесплатная парковка, на которой вы свободно можете парковаться без оплаты. От этой парковки 500 метров до лесного источника и примерно километр до главной колоннады. Перед нами Праменни улица. Это западная граница курортной парковочной зоны. Слева от нас бесплатная часть парковки, где стоят вот эти машинки в ряд. С правой стороны знак, на котором написано, что эта парковка с правой стороны только для сотрудников местной городской администрации и гимназии. Здесь парковаться нельзя. Здесь же невдалеке, на Праменской улице, расположен городской парковочный центр. Тарифы вы видите справа. 1 час парковки 20 крон, целый день 200 крон. Парковочных мест здесь достаточно, до курортного центра рукой подать. Очень удобная парковка, рекомендуем. А это наш немного мрачный лайфхак, бесплатная парковка у городского кладбища.
тоже недалеко от курортного центра. Вторая зона, южнее Хебской улицы Имахова, в которую включен микрорайон Трешневка, Ушовице, Воржа, Панско поле. Это зона бесплатной парковки. В этой зоне в основном живут резиденты. Это жилая зона Марианских лазней, не курортная. И там никаких ограничений на паркование нет. То есть вы можете там парковаться бесплатно и беспрепятственно. То же касается северной зоны. То есть северней улицы Чебецкого. Там вот есть такое даже обозначение, парковочка, тоже парковка бесплатная. Тоже касается восточной части. Все, что восточнее Карловацкой улицы, тоже там можно парковаться бесплатно. Следующая зона – это центр курортной зоны. Он совсем маленький. В нем расположены санатории Новые Лазни, Центральные Лазни, Звезда, наш костел Святой Марии, площадь Гёте. То есть это вот такая маленькая зона со специальными правилами парковки. В этой зоне, помимо того, что вы должны оплатить парковку, вы еще должны купить специальный парковочный билет, суточный билет, который дает право на въезд в эту зону, на нахождение в этой зоне, но только при условии оплаты парковки. То есть получается, что в этой зоне вы оплачиваете дважды. Вы оплачиваете 20 крон за въезд в эту зону и оплачиваете повременный талон за паркование. То есть это такая специальная зона со специальными правилами. Без вот этого въездного билета находиться в этой зоне запрещено. Все остальное так же, как в курортной зоне. С 19 до 9 вы не платите за время парковки. Но въездной билет у вас должен быть обязательно. Причем этот въездной билет действует сутки, но не со времени покупки этого билета, а именно те сутки, когда вы купили этот билет. Въезд в центр курортной зоны со стороны Касино. Еще один въезд в центр курортной зоны у отеля «Максим», улица Негрова. Въезд в центр курортной зоны со стороны Карловарской улицы. Еще одна платная парковка, которая расположена на улице Шопена. Это северный въезд в центр курортной зоны. Тарифы парковки следующие. 80 крон за сутки паркования, 20 крон за час. Это вот типичный парковочный автомат, который вы увидите на улицах нашего города. Конкретно 21 номер стоит на Масариковой улице, и по нему можно оплатить тот самый курортный сбор 20 крон на право въезда в курортную зону. Здесь меню на 3 языках: чешский, немецкий, английский. К сожалению, табло только на чешском языке, но я вам в 2 словах объясню, как правильно понимать, что там написано. Для оплаты въезда в курортную зону 20 крон необходимо для начала нажать на верхнюю кнопку. Ни в коем случае не бросайте монетки. Вначале нажимаете кнопочку. Появляется надпись «Поволение к въезду», «Разрешение на въезд». Только после этого вы бросаете монетку 20 крон, либо набор монет на эту сумму, и нажимаете на нижнюю кнопочку «Листок, тикет», то есть печать билетика. Отсюда появляется билетик, который вы потом положите под лобовое стекло. Для оплаты
времени парковки, то есть парковочный талон по времени, делается следующим образом. С точностью да наоборот. Вы вначале бросаете монетку. Если вам, например, нужно постоять всего там полчаса, то здесь написано, что минимальное время стоянки полчаса стоит 10 крон всего. Вы бросаете 10 крон, либо там монетки там, по 5 крон, по 2 кроны, главная сумма 10 крон, нажимаете на кнопочку, и отсюда появляется парковочный талон на право стоянки в этой зоне полчаса. Если вы планируете стоять час, то уже непропорционально выше стоит парковка 40 крон. К сожалению, вот данный аппарат не позволяет получать сдачи. То есть обычно вы можете двумя кнопочками выбирать время парковки. Например, бросаете 20 крон, но вам не надо стоять там, на 20 крон, вы стоите полчаса. Вы нажимаете на эту кнопочку, на нижнюю, и на табло появится 10 крон, полчаса стоянки. К сожалению, здесь эти кнопки не активны. Но в городе есть автоматы с активными кнопками, которыми можно отрегулировать время парковки. Чтобы отрегулировать время парковки, на этом автомате необходимо иметь мелкие деньги, чтобы точно выбрать время парковки и оплатить время парковки. Кроме такого не вполне удобного способа оплаты, существует еще оплата с мобильного телефона. На Google Play, Apple Store называется ClickPark. Вы можете скачать аппликацию и оплачивать за парковку телефоном. Более подробно я вам расскажу об этом далее. Я вам рассказал о коротких временах паркования. Если вы предполагаете стоять в этой зоне большее время, то каждый последующий час оплачивается в размере 40 крон. Но по правилам городским, на которые я вначале ссылался, стоять на одном месте можно максимум 24 часа. Вы не сможете оплатить стоянку на срок более 24 часов. Следующий вопрос: как определить, на какую зону действует этот парковочный автомат? Если в пределах вашей видимости вы не видите других парковочных автоматов, то условно на всю Масариковую улицу, которая перед вами находится и на которой стоит один этот автомат, вы оплачиваете в этом автомате парковку на всей Масариковой улице. Это вот типичный знак, означающий платную парковку не только в Марианских лазнях, но, наверное, во всем мире. Вот так означен парковочный автомат. Табличка высоко, видно хорошо. За мной отель «Калиба». И этот паркомат относится к парковке у отеля «Калиба». Чем он интересен? Это самые низкие цены на паркинг в курортной зоне. Этот паркинг находится совсем рядом от отеля «Звезда» и так далее, от курортного центра, буквально здесь, не знаю, там 200 метров. А цены очень сильно отличаются. На этой парковке можно стоять целые сутки всего за 40 крон. То есть, если на предыдущем парковочном автомате я вам читал, 40 крон стоит час парковки, то здесь за 40 крон вы будете стоять целый день. Это очень удобно. Если вам нужны более короткое время парковки, то 1 час стоит 10 крон, 2 часа 20 крон, 3 часа 30 крон. То есть здесь удобно стоять как короткое время, там от часа до 3, ну и, соответственно, самое выгодное — это суточная парковка. Как правило, наши гости, которые останавливаются, например, в нашем апартаменте в резиденции «Снежка», паркуются здесь, так как это самая выгодная парковка в этой местности. Вот как выглядит эта парковка, вы ее легко найдете.
В нескольких метрах от южной границы парковочной курортной зоны на улице Бажены Немцовой расположена эта парковка. Это платная парковка, цены здесь несколько ниже обычных. Полчаса также 10 крон, час 30 крон и каждый последующий час 30 крон. Это парковочный автомат номер 1. Он еще отличается от обычных автоматов тем, что здесь можно оплачивать не только монетками, но и банкнотами. В этом автомате вы также можете купить билетик для въезда в центр курортной зоны. Яблоки, которые растут на этой парковке, бесплатные, как бонус. Внутри большой курортной зоны, о которой я вам рассказывал, есть 4 резиденчные зоны, которые называются зона А, Б, С, Д. Вы наверняка на знаках будете видеть эти обозначения. Уважаемые гости нашего города, вас это не касается. Это касается только жителей города. Если вы видите знак, что парковка только резидентам этой зоны, там просто вам парковаться нельзя. Это типичное обозначение парковки для резидентов. Здесь могут парковаться только жители нашего города, которые купили парковочную карту зоны С. Аналогичные знаки стоят в зонах А, Б и Д, где также паркуются только жители города, купившие соответствующие парковочные карты. Гостям нашего города, которые, естественно, не имеют таких парковочных карт, парковка здесь запрещена. В нашем видео я вам легкомысленно пообещал рассказать о мобильной аппликации ClickPark, с помощью которой вы можете оплатить за парковку с мобильного телефона. Разобравшись подробней, я выяснил, что эта аппликация полностью от начала до конца, от регистрации до использования на чешском языке. Думаю, что она вряд ли вам поможет. О чем думали городские власти и разработчик, я не знаю. Но думаю, что не стоит заморачиваться. Платите монетками, платите купюрами, потому что оно того не стоит. На этом я прощаюсь с вами. До свидания. Смотрите наши видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, хвалите, ругайте. Мы будем знать, что работаем не зря. Всего доброго.